В XI веке эпоха грозных викингов, державших в страхе побережье Европы, подошла к концу. Языческие боги уступили место кресту, а конунги-разбойники осознали, что собирать регулярные налоги гораздо выгоднее, чем грабить соседние берега. Но история сурового севера на этом не оборвалась. Она вступила в новую, гораздо более сложную и кровавую фазу. Период с XII по XV век в Скандинавии стал временем мучительных трансформаций. Европа стремительно менялась, и северу приходилось адаптироваться. На смену легким драккарам, способным заходить в мелкие реки, пришли тяжелые пузатые купеческие когги, вооруженные катапультами, а затем и пушками. Романтика дальних походов сменилась суровой логистикой, торговыми эмбарго и жестокими гражданскими войнами. Забудьте о гигантских армиях из исторических блокбастеров. В средневековой Скандинавии масштаб войны диктовался скудостью ресурсов. Стандартом того времени считался отряд всего около 500 человек. Армия же в несколько тысяч воинов казалась современникам поистине колоссальной, почти неостановимой силой. Это была война небольших, но крайне жестоких профессиональных отрядов, где ценность каждого человека в железных доспехах была невероятно высока. Долгое время на севере сохранялся лёдунг — древняя система корабельного набора. Это был прямой пережиток эпохи викингов. Вся прибрежная территория делилась на округа, каждый из которых был обязан по первому требованию короля снарядить, вооружить и обеспечить провизией один боевой корабль с экипажем. Дольше всего этот архаичный строй свободного крестьянского ополчения держался в Швеции и Норвегии. По закону, каждый свободный бонд был обязан иметь при себе лук, топор и щит и являться на смотр. Однако Дания, отделенная от Священной Римской империи лишь узкой границей, находилась в совершенно иных условиях. Плоский рельеф идеален для кавалерии, и датчане первыми поняли — толпа ополченцев с топорами не выстоит против тяжелой немецкой конницы. Дания стремительно перенимала классические феодальные порядки. Но настоящая революция произошла в 1280 году в Швеции. Был издан знаменитый Альснёский статут. Король предложил сделку, которая навсегда изменила общество. Любой свободный человек, который сможет приобрести боевого коня, тяжелые рыцарские доспехи и явиться на службу, полностью освобождался от уплаты налогов. Так родилось шведское дворянство, каста профессиональных воинов, чье привилегированное положение покупалось исключительно кровью и звонкой монетой. Ядром военной мощи королей оставался хирт — личная дружина из 300-400 отборных элитных бойцов, которая со временем трансформировалась в мощный государственный аппарат. Но короли и новая аристократия были не единственными хозяевами Севера. Огромный политический вес приобрела христианская церковь. Епископы того времени не имели ничего общего со смиренными проповедниками. Это были суровые феодалы. Знаменитый датский епископ Апсалон лично командовал флотом, рубил головы пиратам-славянам и построил крепость, вокруг которой позже вырос Копенгаген. Епископы возводили собственные каменные замки и водили в бой личные, великолепно экипированные отряды, не уступавшие в выучке королевским войскам. Третьей и зачастую самой страшной силой стала Ганза — могущественный союз немецких торговых городов. Ганза обладала монополией на балтийскую торговлю, колоссальным флотом и безграничными финансами. Когда скандинавские монархи пытались перечить купцам, Ганза не просто объявляла войну. Она нанимала целые армии профессиональных наемников и устраивала морские блокады, буквально обрекая северные города на голодную смерть. Именно в эту эпоху на Балтике вспыхнул феномен виталийских братьев. Изначально это были наемники,
которых наняли для доставки провианта в осажденный Стокгольм. Но очень скоро они вышли из-под контроля, захватили остров Готланд и превратились в самую жестокую пиратскую корпорацию Средневековья. Они грабили без разбора, называя себя друзьями Господа и врагами всех остальных, и десятилетиями терроризировали весь Северный флот. Война на севере — это всегда война с самой природой. Климат и суровый рельеф диктовали свои безжалостные правила. Из-за непроходимых лесов, топий и полного отсутствия дорог военные кампании чаще всего планировались на зиму. Замерзшие реки, озера и прибрежные льды превращались в идеальные скоростные магистрали. Закованная в сталь датская армия могла за месяц прошагать по льду до 500 километров. Знаменитые битвы происходили прямо на замерзших озерах, где тяжелые лошади скользили и ломали ноги, а лед окрашивался кровью. Финны и саамы виртуозно использовали это время года. Вооруженные арбалетами, они бесшумно передвигались на лыжах, нанося молниеносные удары по растянувшимся обозам противника и растворяясь в белой мгле. В открытом бою скандинавы долго полагались на древнюю тактику стены щитов, ощетинившись копьями. Тяжелая конница применялась редко. Лошадей приходилось везти из Европы за огромные деньги, а местные породы были слишком низкорослыми. Кавалерию берегли в резерве. В лесистой же местности шведское ополчение и вовсе сводило на нет атаки любых профессионалов. Они перекрывали узкие лесные дороги броты массивными инженерными завалами из камней и многовековых стволов. Это исключало фланговые обходы. Тяжеловооруженный противник упирался в завал, был вынужден спешиваться и тут же попадал под перекрестный огонь арбалетных болтов из чащи. Арсенал Северного воина отличался прагматичностью и максимальной смертоносностью. Вплоть до конца XV века самым страшным аргументом оставался двуручный топор на длинной рукояти. Современные реконструкции доказывают, одного поставленного удара таким топором хватало, чтобы в щепки разнести дубовый щит или проломить железный шлем вместе с черепом. Позже на вооружение массово вошли тяжелые арбалеты. Именно арбалет стал любимым оружием суровых шведских рудокопов из Даларны. Он не требовал долгих лет тренировок, как длинный лук, но легко пробивал рыцарскую кольчугу с 50 шагов. Доспехи развивались неравномерно, но миф о том, что скандинавы воевали в шкурах, разбивается об археологию. Самой жуткой и точной иллюстрацией этой эпохи стали раскопки на острове Готланд. В 1361 году под стенами города Висбю высадилась профессиональная армия датского короля Вальдемара Аттердага. Против опытных датских и немецких наемников вышло наскоро собранное крестьянское ополчение Готланда — старики, инвалиды и совсем юнцы. Это был даже не бой, а методичная бойня. Профессионалы просто вырезали почти 2000 человек. Из-за июльской жары трупы не стали раздевать, а сбросили в огромные братские могилы прямо в доспехах. Когда в 20 веке археологи вскрыли эти ямы, они были потрясены. Рубленные раны на черепах, перебитые голени, наемники били под щит и сотни великолепно сохранившихся пластинчатых доспехов, знаменитых бригандин Висбю, жестокая археологическая капсула времени. К концу XIV века на полях сражений зазвучал новый гром. В 1397 году на коронации короля Эрика Померанского впервые были задокументированы выстрелы из артиллерийских пушек. Порох и свинец начали свой кровавый марш по Скандинавии, навсегда меняя правила осады и боя. Эволюционировала и фортификация. Эпоха деревянных чистоколов закончилась. На юге, в Дании и Сконе, расцвела так называемая кирпичная готика. В отсутствие природного камня замки возводили из обожженного красного кирпича, монументальные крепости, такие как Вордингборг.
В Норвегии и Швеции строили суровые твердыни из гранита, например, Акерсхус. Для защиты простого населения от регулярных набегов активно строились касталерны – глухие, мощные каменные башни-убежища. Вход в них располагался на высоте 2-го этажа. Во время тревоги крестьяне забирались внутрь и просто блокировали вход. Взять такую башню без пушек было невероятно сложно, поэтому осадная война на севере редко представляла собой эпические штурмы с лестницами и таранами. Это была война на истощение. Армия разбивала лагерь вокруг замка, блокировала подвоз продовольствия и просто ждала. Осады длились месяцами в условиях лютых морозов. Победителем становился не тот, у кого острее меч, а тот, у кого в амбарах оставалось больше солонины и чей гарнизон позже начинал гнить от цинги и дизентерии. На фоне этих сражений политическая карта перекраивалась беспрерывно. XII век утопил все 3 королевства в крови жестоких междоусобиц. Устремив взоры на восток, северные монархи начали вооруженные экспансии в Финляндию и языческую Прибалтику, что неизбежно столкнуло их интересы с торговой Новгородской республикой. Попыткой остановить хаос и создать противовес немецкой Ганзе стала Кальмарская уния 1397 года. Она сковала Данию, Норвегию и Швецию в единую гигантскую империю. У истоков унии стояла Маргарита I, выдающаяся правительница, которую современники почтительно и со страхом называли «королем без штанов». Но союз оказался проклят с самого начала. Датское доминирование и высокие налоги вызывали яростное сопротивление. Весь XV век полыхал восстаниями шведских крестьян-горняков и дворян против датских наместников. Кульминацией этой ненависти стал ноябрь 1520 года. Датский король Кристиан II хитростью захватил Стокгольм. Он объявил всеобщую амнистию и пригласил всю шведскую знать на роскошный пир в королевский замок. Пир длился 3 дня, а на 4-й день ворота замка закрылись. По сфабрикованному обвинению в ереси Кристиан вывел на главную площадь города более 80 самых влиятельных аристократов, епископов и бюргеров Швеции. Палачи работали ручными топорами и мечами 2 суток. Это событие вошло в историю как «Стокгольмская кровавая баня». Кровь буквально стекала по брусчатке в сточные канавы из-за внезапно пошедшего дождя. Король Кристиан думал, что обезглавил Швецию и сломил ее дух. Но он просчитался. Эта бойня стала искрой, из которой разгорелся пожар. Спустя всего 3 года молодой дворянин Густав Ваза, чей отец также был казнен на площади, поднял нацию на последнее восстание и навсегда разорвал унию. Так Средневековье на севере Европы подошло к своему финалу, оставив после себя мрачное и величественное наследие. Суровых воинов, гранитные твердыни и несгибаемый северный дух, выкованный во льдах и крови.